Холокост, убийство ни в чем не повинных миллионов людей и тщательная этническая зачистка Восточной Европы – это лишь некоторые направления политики нацистской Германии накануне и во время Второй мировой войны. Лидер нацистской партии Адольф Гитлер считал своей главной целью расширить территории Германской империи, а также убрать всех евреев и представителей других нежелательных национальностей с территории Европы. Имена большинства нацистских преступников, таких как Гитлер, Генрих Гиммлер, Йозеф Менгеле, Адольф Эйхман, Йозеф Геббельс и Герман Геринг, стали известны всему миру. Однако значительная часть не менее, а иногда и более кровожадных последователей национал-фашистской идеологии оставалась в тени. Оскар Пауль Дерливангер. С этим типом брезговали здороваться даже самые отпетые нацисты. Далеко не глупый человек, защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора общеполитических наук. Дерливангер был патологическим садистом. Еще в 1934-м он был осужден на 2 года по обвинению в сексуальных связях с 13-летней девочкой. И впоследствии долго старался сделать, чтобы эту историю ему не вспоминали. До войны он возглавлял специальную команду СС, которая состояла из мародеров и уголовников. В 1943 году она достигла полка и стала называться особая команда СС Дерливангер, которая отличалась особой жестокостью при совершении карательных операций. Именно на их счету Хатынь, Борки и подавление Варшавского восстания. Многие исследователи называли Дерливангера самым жестоким садистом СС, но у нас он лишь на 5-м месте. И это лишь потому, что он имел относительно невысокое звание по отношению к другим участникам нашего списка. Схваченный французскими войсками в июне 45-го, Дерливангер умер в тюремном лагере Альцхаузена. В свидетельстве о смерти написано, что он умер от естественных причин, но, судя по всему, он был просто до смерти забит польскими солдатами из состава французского оккупационного корпуса, которые охраняли лагерь. Адилла Лотарио Глобочник. Австрийский нацист. В его личном деле имелась такая характеристика: безрассудство и ухарство приводят его к нарушению установленных границ даже в рамках эсэсовского ордена. Один из основных организаторов операции Рейнхард, Глобочник принимал участие в убийстве более миллиона польских евреев во время Холокоста, обеспечивал выявление и доставку их в концентрационные лагеря Майданек, Собибор и Треблинка. Он также принимал непосредственное участие в уничтожении 500 тысяч евреев в наибольшем в Европе Варшавском гетто, а в дальнейшем и в уничтожении жителей Белостокского гетто, сопротивлявшихся оккупации. Носил звание группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции. В конце войны с приближением союзных войск бежал в Австрию, укрывшись в альпийском домике близ Вейсензе, где 31 мая 1945 года вместе со своим адъютантом был арестован англичанами. Покончил жизнь самоубийством, раскусив спрятанную во рту ампулу с цианидом. Теодор Эйке, один из создателей системы концентрационных лагерей в нацистской Германии. Эйке был одним из организаторов Ночи длинных ножей и лично участвовал в убийстве Эрнста Рёма. Психически нездоровый садист, неоднократно лечившийся в психушке, Эйке сначала стал комендантом Дахау, а затем был назначен инспектором концентрационных лагерей СС. Был настолько коррумпирован, жесток и жаден, что его пытался стеснить с этой должности сам Гейдрих. Но даже у него не хватило возможностей. За Эйке заступился Гиммлер. Эйке, создатель и первый командир 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», получил высокое звание обергруппенфюрер СС и генерал войск СС. 26 февраля 1943 года самолет Эйке, летевший в направлении села Артельное, был сбит пулеметным огнем.
Фридрих Эккель. Бывший офицер, он рано примкнул к нацистам и сделал у них головокружительную карьеру, став обергруппенфюрером СС и генералом полиции Третьего рейха. Руководил широкомасштабным уничтожением евреев в Прибалтике, Белоруссии и Украине. Лично виновен в издании приказов о геноциде. Под руководством Эккельна было произведено массовое убийство евреев в Румбульском лесу около Риги. Под его руководством производилось уничтожение детей в Саласпилийском концентрационном лагере. Имел отношение к массовым расстрелам в Бабьем Яру и Каменец-Подольском. Его именем система Эккельна назван метод массового убийства, в котором еще живых людей заставляли раздеваться и ложиться в братские могилы. В феврале-апреле Эккельн руководил антипартизанской карательной операцией «Зимнее волшебство» на севере Белоруссии. Был взят в плен и признан виновным в военных преступлениях. 3 февраля 1946 года был повешен на площади Победы в Риге. Рейнхард Гейдрих, начальник главного управления имперской безопасности, заместитель имперского протектора Богемии и Моравии, обергруппенфюрер СС и генерал полиции. Его боялись все, и его шеф Гиммлер, и его подчиненный и хитрая лиса Шелленберг, и даже сам Гитлер. Потенциально рейх мог возглавить именно Гейдрих. Его называли «человек с железным сердцем», ибо из всех человеческих слабостей он питал страсть к проституткам. Но еще к музыке он был превосходным скрипачом, а в остальном был совершенной машиной. Гейдрих был умен и осторожен и старался не подставляться под подачу приказов о геноциде. Однако именно Гейдрих лично председательствовал на конференции в 1942 году в Вензе, где было принято окончательное решение о депортации и уничтожении всех евреев на оккупированных немцами территориях, что и привело к Холокосту. Был смертельно ранен чехословацкими патриотами в результате операции «Антропоид» 27 мая 1942 года. Если бы не это, то он натворил бы еще много злодеяний. Спасибо за просмотр.